Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Если кто-то из вас посматривает, поглядывает на передачу «Геоэнергетика Лайф», может быть, вы заметили, что мы вдвоем с Александром Фроловым немножечко коснулись Веронского форума. Слово «Верона», правда, не более чем дань традиции. И тогда еще прямо в студии «Соловьев Лайф» обещали, что эту тему немножечко подробнее попробуем раскрыть. Событие знаковое, событие важное, и по такому случаю Александр Фролов заглянул к нам в студию. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Будем сегодня... Монотема. Монотема. Ну, собственно говоря, сам по себе Веронский форум полностью, чтобы... Веронский, Евразийский экономический форум, то есть форум, который, по идее, охватывает экономику, в первую очередь, Евразийского континента и пытается отвечать на какие-то вопросы, связанные в первую очередь, опять же, с энергетикой. Там также присутствовали вопросы финансов, прочего. Такие сопутствующие и неизбежные темы в контексте энергетики, потому что вокруг энергетики все. И финансы, и промышленность, и... Что угодно. IT, образование и так далее. В 21 веке фундаментом всей нашей промышленности, всей нашей экономики является энергетика. И вот этот форум один из тех немногих, их много экономических форумов, но вот это тот форум, который признает незыблемый факт того, что все основано на фундаменте, а это энергетика. Это правда. И таким краеугольным, да, сам по себе форум был прекрасен тем, что там действительно присутствовали представители, так сказать, итальянской стороны и ряда других стран Европейского Союза, которые, в отличие от модных в нынешний момент тенденций, высказывали заинтересованность в сохранении сотрудничества с Россией и пытались хотя бы найти общий вектор, по которому стоит двигаться для возрождения этого сотрудничества. Ну, конечно, тут не стоит, опять же, преувеличивать возможности такого рода мероприятий. Конкретных шагов они не предложили, но, с другой стороны, понимаете, наличие этих людей там уже радует. То есть люди, которые хотят дальше сотрудничать. Как говорят в таких случаях психотерапевты, есть шанс, что больной вылечится. Вот, но... Большой доклад на этом форуме делал Игорь Сечин, глава Роснефти, и этот доклад называют ключевым по банальной причине. Это был самый длительный по времени доклад. Это был доклад с графиками, схемами. Вот мы тут взяли, открыли, собственно говоря, презентацию, выложенную на сайте Роснефти, посмотрели уже так свежим взглядом. И масса статистики, масса моментов, обозначенных не только для текущего моментов, обозначенных для текущего периода времени. Ну, как у нас обычно говорится, вот сейчас у нас с нефтью происходит то-то, то-то, и мы, собственно говоря, в основном говорим про вещи, связанные с новостной повесткой. А тут попытались не только о дне сегодняшнем поговорить, но и о дне завтрашнем, и более того, даже маленький экскурс в школьный курс физики сделали. То есть, например, вы знаете, есть такая штука плотность энергии. Плотность энергии у такого-то энергоносителя такая-то, у такого-то такая-то, а вот у водорода, ну и так далее. Этим и отличает. В обычных случаях любой Веронский форум, центральное событие, это доклад руководителя Роснефти, и вот не роняет уровень. Любые доклады Игоря Сечина, они основаны на очень хорошей базе данных, нет какой-то фантазии. Вот мне кажется, что вот так нет. Смотрите, на самом деле вот так это выглядит. Вот данные, не надо фантазировать, надо стоять ногами на земле. Ну, давайте мы начнем. Да, и там, по большому счету, знаете, вот от дня текущего к глобальным проблемам, при том глобальным проблемам, которые либо приведут к крайне неприятным последствиям в будущем в мировом масштабе, либо к формированию новых рынков и к тому, что и потребности в энергии вырастут, и благосостояние людей увеличится. Тут вопрос, по какому пути нам интереснее пойти. Да, в очередной раз совершенно честно признаюсь, каминг-аут, Игорь Иванович еще не в курсе, он меня купил с потрохами, потому что человек, который вслух на большом форуме сказал, что мир вступает в новую угольную эру, все, он меня купил.
Так что вот имейте в виду, пристрастен, необъективен и так далее. Да, в докладе прозвучали данные о том, что ужас, потребление угля растет. Потребление угля растет в том числе в Китае, который является, про который много лет уже говорят, что он будет сокращать потребление угля. Будет в какой-то момент, мы даже не спорим, в какой-то момент, конечно, он будет сокращать потребление угля, но просто не тогда, когда там компания Ember об этом заявит или еще кто-то из уважаемых исследователей. Зная прагматичность Китая, рано или поздно объем добычи у него действительно будет уменьшаться, потому что глубина ряда шахт уходит уже за километр, и просто экономически будет нецелесообразно добывать, вот тогда сокращение и начнется, а пока нет. Ну и кроме того, Китай реализует последние, собственно говоря, как мы вот сейчас будем строить беседу, мы будем касаться каких-то тезисов, прозвучавших в этом докладе, и мы будем не пересказывать их, а какое-то вот свое мнение по этому поводу говорить. И... То есть передача, посвященная докладу Игоря Ивановича, будет явно не одна, доклад большой. Все не охватит. Хорошо. Точно. Сейчас тогда поговорим, я думаю, про уголь, потребление энергоносителей на единицу человека, вот, и на душу населения, если что. И поговорим о вот тех самых перспективах роста. Я думаю, попытаемся вот эти три вещи сейчас коротенько где-то охватить. придется несколько слов рассказать про зеленую тему, глобальное потепление, окисление, декарбонизация и так далее, и так далее. То есть сейчас солнцификация, ветрофикация, вот это вот все. Я предлагаю закончить тогда про Китай вот эту мысль. И там следующее. Смотрите, Китай года с 2018-2019 реализует программу модернизации своих угольных электростанций. То есть на каждый киловатт-час снижаются затраты угля. Вам нужно меньше угля для производства того же количества киловатт-часов, ну или там, гигакалорий. Давайте про киловатт-час, гигакалорий там не для всех. Хорошо, отбросим их в сторону, киловатт и часы возьмем. Вот если вы повышаете эффективность ваших угольных электростанций, вы снижаете выбросы, и больше энергоносителя, который вы сжигаете, превращается в киловатт-часы. Вот. В этом плане Китай, конечно же, создает уже основу для того, чтобы минимизировать потребление газа, но тут потребление угля. Но тут вопрос. Если вы сейчас вложили деньги в модернизацию электростанции, должна ли она какое-то время работать и приносить деньги, чтобы окупить эти вложения? Или вы, сегодня открыв новые угольные электростанции, модернизировав порядка 60% существующего парка, вы плюнете на это все и скажете, ну, не шмогла и не шмогла, давайте мы прекратим использовать уголь. Нет, конечно. Раз вы вложили деньги в повышение эффективности, то на ближайшие лет 15, ну так, широкими мазками, на ближайшие лет 15 вы будете, скорее всего, сохранять примерно текущий уровень потребления. Это если он не начнет расти в ближайшее время, потому что строятся новые электростанции, энергопотребление растет в Китае. Замедление его экономики — это, конечно, замечательно, но замедление роста экономики означает, что экономика растет. А когда она у вас, знаете, растет там на 12%, но в абсолютных показателях это примерно там 800 миллиардов долларов, а потом растет на 6%, но это 2 триллиона долларов, ну, наверное, есть какая-то разница, правда, дорогие друзья? Так вот. Все зависит от начальной базы, так скажем. Да. То есть... А что касается потребления угля, средний срок службы угольных электростанций 50 лет. Если вы построили новую, по новым технологиям угольную электростанцию, разумеется, вы не собираетесь ее бросать через 10 лет. Не, я про возврат инвестиций. То есть деньги вложенные должны вернуться. Вы хотя бы какое-то время она должна работать, она потребляет вот такое количество угля, все. То есть это деньги, вкладывающиеся из расчета на то, что уголь этот объект будет потреблять. То есть китайцы не в курсе, что они скоро хоп и все эти электростанции закроют. Они закрывают электростанции, но наиболее старые, которые просто бессмысленно модернизировать. Стоит у вас электростанция, производит 50 мегаватт. Рядом вы ставите на 2 гигаватта электростанцию угольную. Думаю, там есть такие объекты. Есть такие. Вот, и все, и зачем вам что-то с этой делать? Бессмысленно. Вот новый объект. Тем более, что это маленькая, построенная в 1960 лохматом году, последние 20 лет по ночам спала, видела экскаватор, который приходит ее сносить. Добейте меня. Вот, наконец, момент настал. Вот. То есть у нас до сих пор доминирующими энергоносителями являются нефть, газ,
уголь. Вот. Все остальное, что самое интересное, все возобновляемые источники энергии, если я правильно помню, дают примерно столько же, вносят такой же вклад, как атомная генерация, которая невозобновляемая, разумеется, она вот не зеленая, она стоит в стороне. Про зеленую. Нет, она уже зеленая с 31 января 2021 года. Ну и все нормально. С 31 декабря 2022 года, когда никто не возразил, не прибежал, не сказал, что вы творите. Были же у нас, я напоминаю, у нас многие рассказывали, что сейчас Германия скажет нет, топнет ножкой, скажет нет, атомные электростанции нельзя признавать безуглеродными. И все рассыпется, атомные электростанции не признают безуглеродными. Ну, большой привет всем, кто так говорил. Про зеленую вот эту вот тему стоит сказать следующее. Есть такая штука, энергопереход. Энергопереходы даже. То есть это накопление количественных изменений, которые происходят в какой-то момент, переходят в какой-то момент в качественные изменения, подразумевающее следующее. У вас был какой-то доминирующий энергоноситель, а потом в силу разных причин вы осваиваете новые энергоносители, которые, хопа, один из которых начинает доминировать. Вот дрова сменились углем. Уголь в этом же смысле сменился нефтью. Далее на это все уважаемые организации, подавляющее большинство уважаемых организаций смотрит, говорит, что газ, атомная энергетика, мы их не знаем, не замечаем, терпеть их не можем. Поэтому мы говорим, что сейчас будет четвертый энергопереход, зеленый. Ну, что характерно, предыдущие переходы никто не постулировал. По мере развития технологий научились использовать уголь вот так. Увеличили мощность. Все происходило поэтапно. Вот сырая нефть шла в топки пароходов. Вот из нее научились извлекать нефтепродукты. Естественное вот такое развитие, никто никаких сроков не задавал, по мере развития науки и техники потихонечку переходили, при этом не отказываясь от старых ресурсов. Наличие газовых электростанций не значит, что у нас больше нигде не используется ни уголь, ни дрова. Используется и используется, там, где это целесообразно. Более того, нефть все еще, к удивлению многих, используется. Вообще шок просто какой-то. Хорошо, что шведы не слышат. Да, зеленый энергопереход является концепцией. Нет, можно, конечно, сказать, но это раньше все самотеком как-то шло. А вот теперь разумные люди сели в Брюсселе, написали на бумажке зеленый энергопереход. И все давайте следуйте указаниям. Если следовать этой бумажке, то энергопереход – это декарбонизация, децентрализация и энергоэффективность. Вот. И полный отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии. И основным, по сути, энергоносителем у вас становится... таким энергоносителем второго порядка становится электрическая энергия. Вы ею будете обогреваться, она будет вам освещать, как и сейчас, кстати, помещение, и вы будете ездить на электричестве, то есть все перейдут на электромобили. И летать, и плавать. И летать, и плавать, да, там электрические самолеты, электрические океанские лайнеры, вот это все, оно вот где-то в этой концепции. То есть зеленый энергопереход — это именно концепция, это не данность, это не неизбежность, это один из взглядов на то, как текущее накопление количественных изменений перерастет в изменение качественное. Притом принципиальным отличием концепции зеленого энергоперехода от всех прочих реально случившихся энергопереходов, как, собственно, вот заметил Борис, является то, что предполагается полный отказ от прежних энергоресурсов, кроме дров. Дрова — это возобновляемый энергоресурс, который подпадает и в европейскую, и в американскую статистику, как ВИЭ. Я не шучу вообще ни разу, действительно попадает. Предыдущие пару тысяч лет развитие цивилизации тоже шло. Если люди обнаружили, что производят они там муку, и в результате слишком много мусора и грязь кругом. Что делали? Придумывали, изменяли технологию, чтобы этого мусора стало меньше, чтобы стало чище. А здесь нам предлагают нечто новое. Уголь – это золошлаковые отходы. Нам не нужны технологии новых угольных электростанций, технологии переработки этого золошлаковых отходов. Мы просто отказываемся от угля. Вот такая новинка. Это, кстати, то, что мы говорим, не означает, что ископаемое топливо неисчерпаемо. Это не означает, что не произойдет, что мы не предполагаем, что произойдет когда-нибудь, вот опять же, накопление количественных изменений. То
То есть накопленные технологии, возможности, наше понимание там, физических процессов и прочего, что приведет к тому, что будут основаны некие новые источники энергии, и вот потребность в ископаемом топливе не исчезнет, потому что соединения, которые дает нам ископаемое топливо, мы используем не только в качестве топлива. Вот, опять же, если вот опереться на презентацию, от которой мы тут отталкиваемся, то нефть и газ участвуют в производстве 95% товаров высокого передела. Это не только бензин, дизельное топливо, если говорить про нефть. Это, понятно, не только электрическая энергия, если мы говорим про газ. Это метанол, формальдегиды. Это различного рода пластики, это одежда, которую мы носим, это все углеводороды где-то в начале пути. И вот от этих соединений мы, конечно, не откажемся. Просто эти соединения можно, если у вас избыток энергии, вы можете их делать из простейших соединений. Берем синтез газа и дальше начинаем играться. Ну или, если немножечко другое направление, это сельскохозяйственные удобрения, которые позволяют повысить урожайность, снизить проблему голода, которая пока все еще никуда не исчезла, хотя мы выкидываем пищевые отходы в невероятных количествах и собираемся из них производить экологически чистое топливо, кстати. Да. Ну и так далее. Ну, это удивительная вещь. Я еще застал времена, когда мы, значит, брали молоко в магазине, потом бутылочка тщательно вымывалась и неслась обратно в магазин, ставилась, и тебе чуть дешевле продавали вот другое молоко. Тара, вот понимаете, это было фу. Вот пластиковый стакан из Макдональдса ставился в сервант. У нас не ставился, но вот я знаю, что у некоторых людей так было, значит, ставили в сервант и сели. Вот люди-то живут. Пакетик пластиковый, это тоже. Вот авоська, это фу. Это да. Кстати, а сейчас авоськи продают. Как они, господи боже мой. В общем, это крайне экологично, здорово. И вот сейчас авоська, это не признак, знаете, отсталости. А вдруг неожиданно оказалось, что авоська, рециклинг вот этих вот наших... Да. Умные слова в тяжелое советское время носил я в кармане авоську, потому что если я проходил мимо магазина и мне нужно было что-то купить, то вот этот комочек превращался в сетку, и я шел в магазин. У меня сейчас в машине лежит авоська. Но это не авоська, она как-то по-другому называлась, но я посмотрел на это, думаю, погоди, я где-то когда-то тебя уже видел. Ты звалась по-другому. В общем, дорогие друзья. Ecology Production, что-то вот такое. То есть смех смехом, а вещи, которые были привычны недавно, еще вот в исторической перспективе, не так давно, и которые воспринимались как, боже мой, как ужасно мы живем, тут неожиданно оказывается. А так и надо жить, да, то есть немножечко экономно, то есть не сделали кучу пластиковой посуды, тут же выбросили, а потом что будет с этой пластиковой посудой? Пластик можно переработать, правда, можно переработать, только сначала надо отмыть этот пластик, потому что с остатками еды перерабатывать нельзя. Это мы вообще, если сейчас отсортировать, а если это сложное соединение какое-нибудь, то нужно, дорогие друзья, короче говоря, оказывается. Я еще застал то время, когда кусок колбасы мне заворачивали в отвратительного качества бумагу, я был очень недоволен, но потом до меня все-таки дошло. После того, как бумага добирается до мусорной свалки, она через 2 дня просто превращается в грязь, и на этом все заканчивается. Ну, это сейчас. Никто ничего не сортировал. Сейчас это называется ремесленная бумага или ремесленная упаковка. Еще недавно, кстати, слово ремесленная звучало как крафтовая упаковка. Потом как-то смекнули крафтовая, это ремесленная упаковка. В общем, это... Смех смехом, все новое – это очень хорошо забытое старое. Да, хорошо забытое старое кем-то когда-то. В общем, дорогие друзья, то есть мы не про то, что ископаемое топливо – это вот безальтернативно и никогда ничего ему на смену не придет, потому что оно там бесконечно. Нет, речь не об этом. Речь о том, что есть некая концепция, неизбежность. Не ученые-мужи посидели и сказали, вот только так, и не так, и никак иначе. Да, это еще одна характерная черта, что концепция не разработана учеными, инженерами, конструкторами. Это совсем другие люди ее придумали. Вот, а эта концепция, основное назначение которой вот этой зеленого энергоперехода, перераспределение финансовых потоков и защита конкурентоспособности отдельных рынков в ущерб конкурентоспособности других рынков. Это единственные задачи, которые лежат
в основе этой концепции, ну, которые должны выполняться в рамках этой концепции. Они не про энергетику, они не про наше с вами благо, не про то, чтобы солнышко светило ярче, а воздух был чище. Они про другое. Налоги углеродные ввести, заставить покупать отсталые рынки, это не в обиду будет сказано, ну действительно отсталые рынки, покупать ветроэнергетические установки вместо ужасных угольных электростанций, которые работают стабильно и прогнозируемо, и которые могут быть стабильным этим самым источником электрической энергии для развития промышленных производств. Промышленные производства тебе, отсталая страна, не нужны. У нас есть наше отличное производство, покупай наши товары, деньги дадим. Вернуть придется. На всякий случай напомню, что постулирование гипотезы, вот была гипотеза, она вдруг стала постулатом о глобальном потеплении, произошло в результате некого соглашения рамочной конвенции об изменениях климата, случившегося на саммите тысячелетия в 1992 году, которое постепенно переросло в так называемый Киотский протокол. И это единственный климатический документ, который поступил на экспертизу в Российскую академию наук в 2002 году, для того, чтобы в 2004 году, после 2 лет исследований, безостановочно проходили семинары, Российская академия наук свой вердикт выдала. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Никто этот вывод не опровергал. Киотский протокол перешел в Парижское соглашение, мы его неистово выполняем. Вердикт Российской академии наук никто не отменял. Ну, это так. Я в этой связи вот предложил бы вообще вопрос климата отбросить, потому что вопрос климата зачастую превращается в вопрос веры. Веры не в том смысле, а есть под этим основание или нет под этим основание, это можно проверить в конце концов, ну или там посмотреть какую-то статистику. Нет, речь не об этом. А о том, что тут же начинают одни люди говорить, да все это идет к нам с Запада, это отвратительно, а другие люди говорить, вы ничего не понимаете. Климат просто отбрасываем в сторону. Я вот специально про это не говорил, потому что нам постоянно говорят, это чтобы спасти планету, это чтобы снизить средние температуры, рост среднегодовых температур. Это гипотеза, которая стала постулатом, в который надо верить. Вот, но дело просто не в этом. Дело не в том, что эти люди, которые вот эту, не про климат, а вот эту прошу прощения, эту концепцию зеленого энергоперехода продвигают, они не климат защищают. Они защищают, если проще говоря, свои персональные карманы. Потому что, извините, я могу понять, когда вы вместо старых угольных электростанций ставите новые электростанции, на которых кратно снижаются объемы выбросов. Это, антропогенное воздействие есть, но оно есть. Даже на уровне таком, вот стоит угольная электростанция, черный снег падает? Падает. На таком вот уровне. Если вы поставите электростанцию, угольную даже, но от которой не будет падать черный снег, будет ли это хорошо? Даже если вы к старой электростанции построите трубу высотой 200 метров, уже изменилось, уже все изменилось. То есть вот это конкретное действие, которое действительно улучшает ситуацию здесь и сейчас. А не говорит, ребята, вы знаете, а было бы неплохо, если бы солнышко 24 часа в сутки светило по всей планете сразу. А еще надо зарезать всех коров. Кстати, вот про коров, да, там предлагали вводить налоги на коров специально. Опять же, это потому, что люди очень за планету переживают? Нет, это потому, что государству очень нужны деньги, а тут есть некая концепция, некая база, под которую можно подвести некий новый налог, которым ты обложишь вот этих вот персонажей, и все, и денежки пошли, уже хорошо. Используя уголь, можно обложить налогами промышленное производство. Бегают коровы, значит, можно обложить еще и сельское хозяйство. Вообще все хорошо, деньги пошли из ниоткуда. Жизнь удалась. При этом сейчас, завершая сегодняшний наш блок, я предлагаю этой темой, что 800 килограмм нефтяного эквивалента в год расходуется сейчас на человека. Это вроде как очень много. Да, это много, но это и топливо, и одежда, и часть электронных устройств, и удобрения, то есть продукты питания. Сказал Александр и потрогал корпус мобильного телефона. Да, конечно. Злонамеренно потрогал. Это даже камера, в которую мы сейчас вещаем, она немножечко где-то там когда-то была углеводородами, которые спали себе в земле и никого не трогали. Не вся, но часть ее. То есть эти 800 килограмм это не только топливо, хотя и топливо тоже. Однако
крайне неравномерно распределено потребление топлив даже, без вот всех энергоносителей, только топлив. Пусть даже моторных топлив, крайне неравномерно распределено. А если мы добавляем все энергоносители, то мы действительно видим некий золотой миллиард, который благополучно потребляет моторных топлив, ну, например, раза в 4 больше, чем даже в Российской Федерации. Если что, Российская Федерация по энергопотреблению и по уровню жизни одна из самых благополучных стран в мире. Ну, я понимаю, что я сейчас предлагаю еще один религиозный спор, но если мы берем, давайте, энергопотребление, если мы берем ряд ключевых экономических показателей, даже если вы считаете, что они недостаточны, пусть они недостаточны, хорошо, персонально, может быть, они недостаточны, но у большинства людей на планете Земля ситуация хуже, понимаете, вот в чем проблема. То, что персонально у кого-то ситуация у нас может быть не очень хорошей, не отменяет того факта, что у большинства людей в мире ситуация хуже. Поэтому я отношу нашу страну к лучшим. Не потому что все идеально и хорошо, еще раз, а потому что у большинства хуже. И мы, собственно говоря, здесь про энергетику. Вот, то, что касается каких-то там совсем тонких вещей, искусственных интеллектов, мобильных телефонов, я не знаю, там еще каких-то гаджетов, это не к нам. И вот если мы посмотрим на потребление первичной энергии на душу населения, это я буду буквально открыл сейчас слайд из обсуждаемой нами презентации, открыл слайд, который так и называется: потребление энергии развитыми странами в разы выше, чем в развивающемся мире. И тут данные по потреблению первичной энергии на душу населения за 2023 год. Ну, 2024. На момент записи ролика еще не закончился, поэтому 2023 год берется. Вот. И действительно, получается, если мы берем в мегаватт-часах, берем Соединенные Штаты Америки 77, берем Европу 39, берем Африку 4, 77, 4, Индия 8. Ребята, что происходит? А эти люди как-то хуже, чем вы? Нет, понятно, что мы можем сделать поправку на климат где-то. Ну, где-то не надо обогревать дома. Хопа, выбросили, это не влияет на качество жизни, потому что там тепло. Окей, это можно принять. Да, но при плюс 50, плюс 60 в Индии надо охлаждать. Тоже возникает вопрос. Так ли нам хорошо без электроэнергии? Поэтому где-то с 2021 года в Индии есть летний пик спроса на электроэнергию, который связан с тем, что очень жарко, и нужно охлаждать помещение. Иначе человек просто не выдерживает в таких условиях. Жить тяжело, не то что работать. А разница в потреблении первичных, еще раз, энергоносителей со Штатами в 10 раз. Ну, примерно 77,8. В 10 раз. А Россия там есть на этом графике? Россия на этом графике нет. Отсутствует, но возможно она где-нибудь еще указана, но вот России здесь нет. Можно будет посмотреть. Нет, Китай 33. Это прям авторитетно, почти как в Германии, ну или в среднем по Европе. Ну вот. Больше, кстати, чем в Великобритании. Тут, правда, есть, опять же, поправки на климат, на промышленные производства и прочее. Промышленные производства, вот оно что. То есть энергопотребление – это не только про то, чтобы согреться в холодное время года и охладиться в жаркое время года. Это не только про то, чтобы доставить свою тушку и тушку своих соседей из точки А в точку Б, используя ископаемое топливо. Нет. Это еще и про промышленное производство, потому что только промышленное производство, как бы кому чего ни казалось, Барак Обама, Дональд Трамп, Байден, Джозеф Байден и снова Дональд Трамп могут много про это рассказать, потому что каждый из этих президентов рассказывал про необходимость реиндустриализации. Я помню, как нам в школе рассказывали, как, ну все, ребят, мы перешли в постиндустриальную эпоху. Нам не нужна промышленность. Промышленность это плохо. Все теперь будет в цифре. Все теперь будет в интеллектуальная собственность. Это главная собственность. Это все здорово. Но без промышленности, как нам заявляют президенты Соединенных Штатов Америки, наступает какое-то безобразие. Удивительно. Кто бы мог подумать? Хочется развивать искусственный интеллект, а он без киловатт-часов не хочет работать. Это вообще, я страшное скажу. Без текстолита. Для этой сволочи текстолит нужен. Внимание, вопрос. Где взять столько текстолита для искусственного интеллекта? Вот. То есть, дорогие друзья, металлы и прочее, что там будет использоваться, притом чистые помещения, специально оборудованные для производства. Это же тоже берется не из ниоткуда.
Вам необходимо промышленное производство для того, чтобы развивалась ваша экономика. Если у вас очень низкий уровень энергопотребления, это не значит, что у вас летом комфортно, тепло, зимой тепло. Нет зимы. Ну, Вообще- зимы вообще нет, всегда ну, хорошо. климатической зимы нету, а так-то календарная есть. Зимы нет, все ночью тепло, днем тепло, комфортно, знаете, вот комфортно. Ну так, плюс 25, плюс 26 всю дорогу. Море зашел, море рядом, в море зашел, вода плюс 24, красота. Нет, это означает, что у вас нет электричества. И, кстати, меня вообще радует, что глава нашей крупнейшей нефтяной компании, один из немногих крупных таких вот функционеров и от энергетики, в первую очередь от энергетики в мире, кто говорит: ребят, вы знаете, 750 миллионов человек сидят без электричества, а давайте мы с этим что-нибудь сделаем. Давайте мы им, как-то сделаем так, чтобы электричество у них было, вот, а промышленность была, чтобы они наши энергоносители в итоге покупали. Это вот нехитрая, в общем-то, мысль, которая обычно сопровождается следующими репликами в стиле: ну раз у них нету электричества, то денег у них тоже нету. Взяться этим денежкам неоткуда. Вот. А самое смешное, что вот этот Веронский форум, с которого мы начинали, проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, которые за одно поколение, то есть это 25 лет, проделали путь от низкого энергопотребления, кучи людей без образования, без промышленности, без всего, до экономически развитой страны. Да, понятно, этому способствовали богатства углеводородные, которые у этой страны были и есть сейчас. Но речь не о том, что вот этот путь годится для всех. Это о том, что закладывайте 25 лет хотя бы на развитие вот этих вот самых рынков. Потому что когда смотрят, за 2 года ничего не получилось, все, что там что-то делать? Вот эти вот ребята, вот там вот папуасы живут, вот никого не хочу обидеть, просто как некий художественный образ. Вот там вот живут, вот они живут себе, они необразованные, они глупые, они ни на что не способны. Я помню, как вот в книжках 19 века так изображали некоторых помещиков, которые про крестьян говорили: да что их учить, они тупые, они ничего не могут. Масса людей с высшим образованием, у которых предки крестьяне, могут много чего интересного рассказать. И вот сегодняшние ребята, которые вот 4 мегаватт-часа потребляют, они тоже люди, и они тоже хотят жить хорошо. Дайте им электричество, промышленность, образование. Пройдет лет 25-50, вы не узнаете эти страны, особенно если это будет устойчивая некая конструкция. И эти страны будут покупать наши энергоносители. Надо закладываться на долгую. Надо, к примеру, учитывать то, что этим людям надо платить нормальную зарплату. Вот некоторые страны, из которых внезапно попросили убраться французские энергетические компании, умудрялись покупать руду урана по $5 за фунт, при мировой цене 80. И после этого говорили о том, что страна какая-то неразвитая, денег ни у кого нет. Странно. Вы знаете, я очень советую, прямо со своей стороны завершаю вот текущий блок, я посоветую открыть книгу Даниэля, его иногда Даниэла Иргина «Добыча». У нас ее переводят как «Добыча». Вот. Почитайте про Ближний Восток, как строилась энергетическая политика развитых капиталистических стран на Ближнем Востоке в конце 19 и первой половине 20 веков. Потом посмотрите, что стало изменяться. Почему некоторые из этих стран, как-то, знаете, были недовольны сложившимся положением вещей. Массу вещей, массу моментов применительно к Африке можете узнать и перенести вот те реалии Ближнего Востока на сегодняшние реалии Африки. Вот уран — это топливо 21 века, а может быть даже 22. У нас сегодня получилось просто знакомство с основной темой доклада Игоря Ивановича. Подробностей много, подробности интересные, но основной посыл о том, что придуманная концепция, придуманная политиками, не связанными с реальной экономикой, не связанными с реальной энергетикой, она не то чтобы, как бы это помягче сказать, шатко стоит на ногах, она действительно многим странам мешает развиваться. Средняя температура по больнице – это не показатель. Диспропорция между уровнем жизни, уровнем потребления, ростом экономики настолько велика, что дальше это продолжаться в любом случае не получится.
В любом случае мы будем меняться либо революционно, либо эволюционно. Игорь Иванович предлагает обойтись без революции. У нас многовато их было в биографии нашей страны, уже хватит. А для того, чтобы их не было, нужно руководствоваться разумом, а не только заботой о кошельке. Ну, вот эту тему мы можем обсудить потом, тем более эта тема, она тоже такая животрепещущая. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, все. Если вам понравилась эта тематика, обязательно лайки, комментарии, исключительно положительные, разумеется. И тогда у нас будет повод продолжить обсуждение доклада Игоря Да, Ивановича. репосты, просмотры, колокольчики, подписки, вот это вот все, везде абсолютно переходим в комментарии это не в комментарии, переходим в сообщения как бы под видео, там ссылки на прочие ресурсы, там тоже подписываемся, лайкаем, в общем, максимальную активность проявляем, мы продолжим эту чудесную беседу. Опять же, если вам этот формат понравился. Если не понравился, делайте все то же самое, но только без удовольствия. И за свежими новостями о нашем проекте на наш телеграм-канал «Геоэнергетика». Всем спасибо за внимание. Александр, спасибо, что заглянули. Всего хорошего.